Избили, сломали телефон, велосипед, часы, получил сотрясение мозга и хромал весь месяц. Таковы были последствия задержания участника протестной акции гомельчанина Дмитрия Лукомского. Мужчина был задержан 11 августа в центре города. Его били в момент задержания и позже в РУВД Центрального района. Именно это место Дмитрий назвал пыточной камерой. Повсюду были крики, стоны, по полу валялись выбитые зубы. После случившегося гомельчанин написал заявление с просьбой возбудить уголовное дело по факту его избиения сотрудниками милиции. Однако Следственный комитет ответил, что дела не будет, потому что избили Дмитрия по закону, якобы для пресечения административного правонарушения. А вот доказательств избиения в самом РУВД так и не нашлось. Каким-то чудным образом записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в помещениях УВД, не сохранились. Напомню, что по факту насилия со стороны силовиков до сих пор не возбуждено ни одного уголовного дела. Силовики задержали 13-летнего актера Тимура Недведя, который сыграл молодого Янку Купалу. Мальчика долго возили по городу, снимали на видео, а затем допрашивали во Фрунзенском РУВД. Этот инцидент произошел в прошлое воскресенье, когда столичный ОМОН решил поразмяться и устроить сафари на случайных прохожих. В одном бусе с юным актером и его отцом оказалась также экскурсионная группа, которая в тот день получила незабываемое впечатление от прогулки по Минску, завершившейся на Крестина. После того, как мальчика с другими задержанными доставили в отдел, его разлучили с отцом. Оставшись наедине с ребенком, силовики заставили его разблокировать телефон и нашли в нем несколько фото с БЧБ-символикой. После этого отцу Тимура сказали, что его сын закончит тем, что будет взрывать поезда. Когда допрос завершился, мальчика отвезли в инспекцию по делам несовершеннолетних. Разборки были недолгими, уже на следующий день ребенка поставили на учет. Теперь в гимназии, где учится актер, ждут визита милиции. Вынесен первый приговор по делу Сергея Тихановского. На 3 года колонии осудили блогера Владимира Неронского за якобы организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, а также за оскорбление представителя власти. На своем YouTube-канале «Слуцк для жизни» блогер опубликовал немало сюжетов, в которых негативно высказывался о работе председателя Слуцкого райисполкома Андрея Янчевского. Такие слова, как «лицемер» и «такой мэр не нужен», по мнению обвинения, подорвали авторитет главы местной власти. Кроме того, Неронского обвиняют в создании YouTube-канала «Страна для жизни» по сговору с Сергеем Тихановским. Блогер был задержан 6 мая прошлого года. В общей сумме он провел в заключении 252 дня и 60 суток из них в одиночке. За все время ареста Неронский побывал на свежем воздухе всего лишь 5 дней и 21 раз ему позволили воспользоваться душем. До 3 лет лишения свободы и крупные штрафы получили рабочие Белорусского металлургического завода за участие в забастовке. Уголовное дело по данному факту было возбуждено после того, как 17 августа прошлого года сотрудники предприятия в знак протеста остановили технологический транспорт. В итоге 4 мужчин обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок и неповиновению представителям власти. Один из фигурантов уехал за границу и сейчас находится в розыске, а 3 были осуждены на сроки от 2,5 до 3 лет лишения свободы. Им также пришлось возместить ущерб, якобы нанесенный предприятию. Отметим, что согласно Конституции нашей страны граждане имеют право на защиту своих социальных и экономических интересов, включая право на забастовку. Впрочем, для провластных судов такая мелочь, как основной закон, никогда не была препятствием для вынесения заведомо преступных приговоров. Создать международный механизм уголовного преследования лиц, виновных в преступлениях и нарушении прав человека в Беларуси. С таким предложением выступила Германия на недавней встрече с руководителем НАУ и членом Президиума Координационного совета Павлом Латушко. Кроме того, в Германии практически завершено принятие закона, по которому местные компании не смогут работать с иностранными партнерами, где нарушают права человека. Данный закон затронет в том числе и множество белорусских предприятий. Стоит отметить, что Беларусь была признана страной, где грубо нарушаются права наемных работников и профсоюзов. В рамках Штутгартского музыкального фестиваля «Эклад» пройдет церемония вручения премии в области прав человека фонда имени Герхарда Баума. В этом году этой награды удостоена невероятная Мария Колесникова, которая много лет была частью не только самого фестиваля, но и множества других музыкальных проектов Штутгарта. Участие в фестивале принимают также активисты белорусского сообщества Баден-Вюртемберга, которые представят на мероприятии виртуальную выставку «Беларусь. Путь к себе». На ней будут представлены работы и проекты таких
таких известных художников, как Сергей Гудилин, Валерий Ведренко, Жанна Капустникова и других не менее талантливых артистов. Цель выставки на языке искусства – рассказать миру о Беларуси и ее культурных особенностях, о переломном моменте, эстетическом противостоянии жестоким реалиям. Фестиваль пройдет на немецком и английском языках с 3 по 7 февраля. Доступ к материалам выставки свободный. Ссылку мы оставим в описании к этому видео. И это все на сегодня. Не забывайте подписываться на наш канал, чтобы оперативно получать информацию о происходящем в Беларуси. Берегите себя и живи Беларусь!